но вы только посмотрите, что я опять натворила. Всех приветствую, мои постапокалиптические господа! Это видео перезалив моего оригинального видео, но в этот раз, во-первых, я учла ошибки, во-вторых, получилось автоматическое дублирование, поэтому давайте к делу. Ну вы подумайте, название твоего видео вообще ничего не говорит. Что такое лентикулярная карточка? Я вот сама это слово не знала, я из детства помню переливающиеся картинки. Как оно звучит там на научном языке, на более профессиональном я понятия не имела. Но лентикулярный — это именно вот эта штука. Давайте подберемся поближе к тому, что такое лентикулярная печать. Что такое лентикулярная? Как оно выглядит? Из чего оно состоит? Как оно позволяет картинке переливаться? Давайте рассмотрим немножко поближе. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Как это звучит. Вам всем знакомый звук лентикулярной печати. Что создает такой звук? Зачем вообще нужна эта поверхность? Давайте рассмотрим немножко поближе. Поверх нашего изображения помещена пленочка, которая состоит из маленьких таких дорожек пластиковых. И каждая дорожка выглядит как половина прозрачного пластика. Их там очень-очень много, они вот такими рядками там размещены. И они создают эффект какой-то вот такой линзы. Я показываю это на примере акрилового бруска для раскатки глины. Представьте, что вы разрезали этот брусок вот так вот пополам, вдоль. И каждую половинку разместили вот такими рядками. Это и будет ваше покрытие пленочки. И оно будет создавать эффект вот такой линзы. Видите, как преломляется свет? Именно по такой технологии используют лентикулярную печать. А теперь вы спросите, ну хорошо, я положил эту пленочку, что дальше? А что с картинкой-то делать? А вот это очень интересный вопрос. Например, у вас есть две фотографии, и вы режете ее на маленькие полосочки, их очень-очень много. Их сотни, их может быть тысячи, зависит от размера вашей картинки и ее площади, что самое важное. Делать такие картинки вручную в фотошопе — это какое-то сумасшествие. Возможно, есть какие-то плагины, какие-то специальные программы, я в этом уверена. Видите, вот эта картинка А. Это ее исходное положение. И это картинка Б. Потому как картинки у нас две, это означает, что мы просто чередуем полосочку картинки А к полосочке картинки Б. Моя скромненькая анимация покажет вам, как картинка меняет изображение по мере вашего перемещения относительно изображения. Поздравляю! Вы достигли момента, когда получили перк на удачу! Делитесь выигрышем в лотерею и, пожалуйста, ставьте лайки. Представьте, что я увеличила пленку через микроскоп в 100 раз и показываю вам ее вид в разрезе. Учтем то, как работает линза. Если вы посмотрите справа, то увидите картинку А, так как свет преломляется относительно ее полосочек. А теперь вы посмотрите слева и увидите только картинку Б, ее полосочки. Загадка от Жака Фреско. Что вы увидите посередине? На разгадку дается 5 секунд, пишите в комментариях. Процесс рисования выглядел примерно так. Пришлось потрудиться, чтобы наладить эти анимации. Как вы уже догадались, у меня полная коллекция этих карточек. Первый блин комом. Посмотрите, какие они вышли хорошенькие. Образовательная часть закончена, давайте перейдем теперь к творческой. Это моя самая любимая часть. Все свои модели карточек я смоделировала и рассчитала в блендере.
Если у вас нет функции сглаживания при 3D-печати, стоит обработать наждачкой, чтобы не было полос. Для меня это просто дефект работы. Если у вас будут какие-либо вопросы о том, как они сделаны, какую краску я использую конкретно, оставляйте свои комментарии, я все читаю, с радостью вам отвечу на русском, на английском языках. Затем я использую грунт и алкидную краску. Я заказала печать в типографии, и вот что у меня из этого вышло. Осталось только нарезать и вставить их в карточки. Но для начала надо бы покрасить, чтобы ничего не испачкать. Для этого я использую самый обычный, доступный всем акрил. На водной основе, конечно же. Для начала нужно убедиться, что краска затекает во все углубления. Затем я подбираю нужные мне цвета. После того, как я нарисовала подтеки, мне нужно состарить эту карточку. Для этого я использую мелкодисперсную наждачную бумагу. Мне сначала было страшно, я думала, что я испорчу, но потом осознала, что вообще-то мне испортить это и надо. Какой перк вы сегодня получите? Давайте я вам сегодня дам перк выносливости. Какой бы ни был ваш день, вот вам +1 к выносливости. Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, потому что к концу этого видео, если вы досмотрите до конца, вы получите сразу все параметры Special. По правде говоря, я делаю этот проект, потому что мне, очень хотелось. Я делаю это видео, потому что мне хочется гордиться своей работой и достойно ее презентовать. Я ни о чем не жалею, и, как говорится, у каждого свой вечер пятницы. У меня это вечер понедельника, вторника, среды. Полностью все выходные. Мне нравится то, чем я занимаюсь в свое свободное время. Надеюсь, вам этот процесс показался довольно интересным. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, это очень помогает продвижению видео и художнику в целом. Я очень надеюсь, этот проект вас вдохновит, и вы попробуйте себя в чем-то новом, или улучшите свои уже имеющиеся проекты или знания. Давайте дополнять мир идеями, чем-то новым. Давайте вдохновлять друг друга. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night на волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас.